времени суток! Приветствую подписчиков и зрителей канала Personal Experience. Как вы, наверное, поняли из названия данного видео, сегодня у нас обзор вот такого вот интересного коврика от компании SteelSeries. Модель называется QCK Prism XL. В этом видео я расскажу вам о характеристиках, особенностях и преимуществах данного коврика. А для начала давайте вскроем его. Коврик намотан был вот на такой вот барабан картонный, он нам уже не нужен. Коврик мы вскрыли. Давайте ознакомимся с основными характеристиками данного коврика. Основные характеристики — это, конечно же, размер. Размер данного коврика — это 90 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину. Толщина данного коврика 4 миллиметра. Рабочая поверхность — это ткань с очень низким коэффициентом трения. Мышка по ней скользит как по маслу. Данная поверхность одинаково хороша как для лазерных, так и для оптических сенсоров. Мелкая текстура ткани позволяет настраивать мышь на минимальную высоту отрыва от поверхности. А основа здесь — это силиконовая резина. Она очень цепко цепляет коврик с поверхностью стола и позволяет устойчиво держать коврик даже при самых таких вот больших нагрузках. То есть, если вы будете сильно давить на него и двигать мышь. Особенностью данной модели является наличие RGB подсветки по всему периметру коврика. Подсветкой управляет контроллер, который находится в верхнем левом углу. Этот контроллер имеет два светодиода, один сверху, другой снизу, который передает более 16 миллионов цветов по всему периметру коврика. Также есть возможность задать абсолютно любой цвет или цветовой эффект в верхней и нижней зоне поверхности в отдельности, синхронизировать их между собой, настроить на обновление дискорда или внутриигровых событий, таких как необходимость перезарядки оружия, критический уровень здоровья, или, допустим, перезагрузки способностей и многое другое. Также он способен светиться разными оттенками в такт музыки. А еще возможно синхронизировать подсветку коврика с другими устройствами от SteelSeries. Для управления всем этим необходимо сначала установить фирменное ПО SteelSeries Engine 3, который поддерживает как операционную систему Windows, так и подходит к операционной системе от Macintosh, то есть Mac. Коврик подключается к ПК с помощью вот такого USB кабеля. Длина этого USB кабеля 2 метра. Если RGB подсветка это является особенностью данного коврика, данной модели, так как очень много ковриков не имеют RGB подсветку, то наличие RGB подсветки можно оценивать также и помимо особенностей, также и преимуществом данного коврика над другими. Наличие подсветки интересно не только с точки зрения визуальной составляющей и общей гармонии с другими девайсами, но и наглядной границей рабочей зоны при игре в ночное время. Ссылку на данный коврик вы сможете найти в описании к данному видео. На этом данный обзор этого коврика подходит к концу. В одном из следующих видео я обязательно покажу вам работу данного коврика
с такими девайсами, также от компании SteelSeries, как игровая мышь Rival 650 и монитор MSI Optics MPG 27CQ, который был куплен мной с сайта Computer Universe. Видео вы можете найти у меня в описании к этому видео, потому что этот монитор также поддерживает фирменное ПО SteelSeries Engine 3. То есть в следующем видео, которое, скорее всего, я уже добавлю сюда в подсказку видео, то есть к этому видео вы сможете сразу перейти на то видео будущее. В нем мы рассмотрим синхронную работу этих девайсов, возможности программы Engine 3, рассмотрим все абсолютно возможные варианты подсветки и многое другое. Поэтому, если вы первый раз на моем канале, советую вам подписаться, чтобы не пропустить выхода этого видео и последующих интересных видео, так как канал многосторонний, то есть не только обзор девайсов, но и путешествия и многие другие темы. Поставить лайк на это видео, если вы еще не поставили. Ждать выхода новых видео, посмотреть старые видео, которые вы еще не видели. А еще хотел бы пожелать вам всего самого хорошего, берегите своих близких. До новых встреч!